Всем привет! Я хотел бы поговорить на такую интересную тему. Поднимаю ее в своих публикациях. И вы можете с этими публикациями бесплатно ознакомиться на моем сайте panishkin.com. Можете почитать на Патреоне, на Бусти, на Buy Me a Coffee, на всех платформах, которые я предлагаю вам для ознакомления с некоторыми моими публикациями, расследованиями. Вот эта публикация, она совершенно бесплатна, любой может почитать ее, если вам интересно. Я надеюсь, вам будет интересно. Я Андрей Панюшкин, журналист в Испании. Подпишитесь, поставьте мне лайк или дизлайк. Как-то прореагируйте на то, что вы услышите. А самая лучшая реакция, которая у вас может быть, это вы можете написать мне комментарий. Я внимательно читаю каждый комментарий, стараюсь каждому отвечать, поэтому для меня это очень будет важно. Узнать, что вы думаете. Так вот. Достаточно случайно я натолкнулся на то, что в Испании относительно высокий уровень самоубийств, высокий уровень употребления антидепрессантов. 85% семей в Испании распадаются, то есть 85% разводов. И я начал исследовать эту тему. Мне стало интересно, что же такая... Кстати, бытует мнение, что испанцы такие люди, которые очень открытые, веселые, все время на позитиве, все время проживают каждый день как последний. Но посмотрите, пожалуйста, на публикации уровня счастья. Почему-то в этом рейтинге Финляндия занимает первые места, потом страны Северной Европы, Испания, это едва ли в первой десятке, а может быть и только в первой двадцатке. Но одновременно я, начав исследовать эту тему, узнал, что оказывается Испания лидирует по продолжительности жизни, вернее, по такому параметру, как life expectancy, то есть прогнозируемому продолжительности жизни. Дольше всего прогнозируется будут жить женщины в комьюнити Мадрида, то есть Мадрид и вокруг. Они будут жить до 87 лет. При том, что в среднем по Евросоюзу 82 года для женщин. И после Испании идет сразу Швейцария, а потом Франция. Мужчины тоже в мадридском сообществе должны проживать порядка 83 лет. Вот такой вот прогноз. Я хотел понять, что стало причиной такой высокой продолжительности жизни, если, казалось бы, есть много факторов, которые говорят о том, что испанцы не слишком счастливы в своей жизни. Первое, с чего я начал в своем расследовании, это то, что посмотрел на диаграмму, сколько каких людей живет в Испании. Вы сильно удивитесь, но самая многочисленная группа в Испании — это люди 48 лет, то есть моего возраста. Таких людей в Испании сейчас
живет порядка полумиллиона мужчин и порядка полумиллиона женщин. Для сравнения скажу, что младенцев рождается сейчас в Испании порядка 170 тысяч любого пола. Сравните, 500 000 и 170 тысяч. В то же время, допустим, людей в возрасте 70 лет в Испании порядка 250 тысяч. То есть 70 лет, ну это плюс-минус, около 250 тысяч. Младенцев рождается очень мало. Больше всего в Испании вот, в начале 2020-х годов живет людей в возрасте от 38 лет до 58 лет. Ну, если хотите, грубее, можно пошире взять. От 30 до 65. Вот это самая большая группа населения. Соответственно, младенцев и моложе 35 лет, и тех, кто старше 70-65 лет, их намного меньше. Можете в моей публикации посмотреть, эта диаграмма похожа на такое дерево с узким основанием, с узким стволом, широкой кроной, конусообразной, сходящейся к 100 годам. Люди, которые родились тогда же, когда и я родился, в середине 70-х годов, самая многочисленная группа в Испании. А потом все меньше, меньше и меньше. Дальше. Что я еще хочу сказать? Прогнозируемая длительность жизни, продолжительность жизни к 2100 году, то есть через 75 лет, выглядит следующим образом. Больше всего, просто вдумайтесь на секунду в это, больше всего в Испании будут жить в 2100 году люди, их больше всего по количеству будет, в возрасте от 55 до 90 лет. То есть больше всего будут жить люди, которые предпенсионного и пенсионного возраста в 2100 году. Эти люди еще не родились, кстати говоря. Но динамика такая. То есть вот этот вот пузырь, который сейчас находится в районе 50 лет, в ближайшие 75 лет он будет подниматься на поверхность, то есть подниматься вверх и перемещаться ближе к 75-90 годам. А, допустим, в 2100 году, так же, как и было сейчас, основания, то есть новорожденных, будет мало относительно других групп населения. Почему-то. Такая вот динамика. Дальше я исследовал в этой статье, что приводит к долгожительству. Я просил многих жителей Барселоны, пригорода Барселоны, потому что статью я эту написал летом прошлого года. Их пытался выяснить две вещи. Как они думают, что повлияло на длительность жизни испанцев, что она такая лидирующая по всей Европе страна. И второй вопрос у меня был, почему они думают, испанцы рожают мало детей. К сожалению, Испания
является одним из лидеров Европы по минимальному показанию рождаемости, fertility rate, да? То есть в Испании этот показатель равен 1,1. Напомню, что для воспроизводства населения, то есть просто для сохранения того количества людей, которые есть сейчас, необходимо, чтобы этот показатель был 2,1. То есть, чтобы в среднем рождалось больше 2 детей на семью. Ну, потому что бывают какие-то бездетные пары, бывают дети умирают, не дожив до возраста воспроизводства. В Испании этот показатель 1,1. То есть Испания, по сути, убирая другие факторы, через поколение, то есть через 25 лет, в половину уменьшится по численности населения. В половину. Сейчас в Испании живет 48 миллионов человек. Через 25 лет с таким показателем фертильности 1,1 в Испании будет жить, соответственно, половина, в районе 25 миллионов человек. Это если рассчитывать исключительно на воспроизводство населения. Так вот, чтобы не пересказывать по словам все, что написано в статье, я вас призываю пойти почитать эту статью. Молодые испанцы в возрасте от 20 лет, когда самое время рожать, одним из основных факторов, которых заставляет их повременить с рождением детей, говорят их то, что они просто бедные, то, что у них нет условий для рождения детей. И обобщая все то, что мне было сказано, выглядит примерно так. В 20 лет дети еще дети. Они понимают, что у них пока нет образования, за которым готовы платить большие деньги, больше, чем минимальный разрешенный размер оплаты труда. У них нет собственного жилья. Они живут с родителями. А с родителями как-то им кажется, что не с руки заводить детей. Примерно к 30 годам кто-то получает образование высшее, кто-то накопил денег каким-то образом. И в районе 30 лет дети создают, уже не дети, а взрослые люди, создают пары, как мне объясняли в основном. Эти пары какое-то время строят карьеру, развиваются, где-то от 30 до 35 лет происходит активный рост доходов и семей. И в районе 35 лет в Испании начинают задумываться о рождении ребенка. Я реально встречал седых мужчин на набережной с маленькими детьми в возрасте 1-2 лет. Спрашивал, сколько им лет. Они были 35-40 лет. Мужчины и женщины иногда бывают старше на 5 лет мужчин. Так вот, в возрасте 35-45 лет в Испании заводят детей. Когда женщина родила ребенка в 45 лет, испанская женщина, она первые несколько лет тратит на воспитание этого ребенка, первые 5 лет. А потом ей уже 45-50. То есть это возраст менопаузы, гормональной перестройки организма у женщины, в котором очень немногие рискнут заводить еще одного ребенка. Вот и оказывается, что экономические причины, а потом уже и биологические причины, то есть менопауза, изменение женского организма приводит к тому, что женщина в Испании в состоянии родить только одного ребенка. Вернее, в состоянии-то она родить еще несколько, но желание у нее есть только на одного ребенка. И возможность материальная. Я в своей статье ссылаюсь на многие исследования. Я опросил многих
экспертов, почитайте. И была гипотеза о том, что длительность жизни испанцев высокая связана с их средиземноморской диетой. То есть то, что испанцы едят много овощей, то, что они употребляют оливковое масло, то, что они не спеша едят, это правда. Но, опросив экспертов, я пришел к выводам, что диета, которая своеобразная, но этой диете не все следуют. Я сам был свидетелем того, что молодой человек, 27 лет, из Сарагосы, он не следовал медитеранской диете. Он ел мясо, он ел овощи, но бобовые, но он не потреблял в таком значительном количестве зеленую листовую зелень, не заливал все это к чертовой матери оливковым маслом. То есть у него была такая высокомясная диета. А медитеранская диета, средиземноморская, предполагает, что основу питания составляют морепродукты и рыба и большое количество овощей. Ну вот у него диета была не такая. И он был из Сарагосы. То есть, возможно, жители прибрежных районов, например, жители Каталонии или жители провинции Аликанте, они делают упор на рыбе. Но вглубь Испании традиционно более мясная кухня. Причем мясная, какое мясо употребляют? Свинину в основном. То есть Испания это страна, где в основном едят свинину и курицу. Но не говядину, например, или баранину. Да, тут в магазине есть все. И баранина, пожалуйста, в любой момент. И кто там еще? Кролики очень популярны, их много продают. Ну, кстати говоря, допустим, утку найти нужно поискать. Я знаю место, где есть утка, но утиное мясо не так распространено здесь. А гуся я никогда и не видел, ни разу. Зато я знаю, как гусь по-испански. Гансо. Ну, ганс. Гансо, да? Ганс по-испански. Ну вот. В статье почитайте, к каким выводам я прихожу. И большинство испанцев приходит к такому же выводу, что основой долгожительства испанцев является их легкое отношение к жизни. То, что они стараются все проблемы перекладывать на завтра. Любимое испанское слово «маньяна», которое означает «завтра». Но на самом деле слово «маньяна», если вам особенно говорят о каком-то деле, и говорят, что его сделают маньяна, то есть завтра. Маньяна, кстати, это еще ля маньяна, еще и утро. Так вот, маньяна, скорее всего, означает не сегодня. То есть, если вам говорят, что сделают завтра, это означает когда-нибудь, но не сегодня. Вот, более точный перевод этого слова в испанском языке. Испанцы действительно живут каждым днем, стараются получить удовольствие от жизни сегодня, не откладывая на завтра. И категорически не любят, что бы то ни было, предпринимать. И какие-то любые действия с их точки зрения могут приводить к проблемам. Поэтому они стараются свести до минимума любые действия, тем самым свести до минимума любой стресс, любую проблему. Все, что делает испанец, направлено на снижение стресса. Вот это мой ответ, который я нашел для продолжительности жизни. Но меня терзал вопрос, почему в Испании, именно в провинции Мадрид, в мадридском сообществе столичном, такое количество долгожителей. И одна очень умная девочка, но которая не захотела со мной потом общаться, из Каталонии сказала мне следующее. Это очень легко объяснить. В Мадриде и вокруг живут большое количество чиновников различных федеральных, то есть общеиспанских
министерств и ведомств. И эти люди живут хорошо прогнозируемой, сытой жизнью чиновника. Когда они получают зарплату от государства, не должны беспокоиться о продажах, о маркетинге, ничего, не ходят на службу. У них очень размеренная, прогнозируемая на многие годы бесстрессовая жизнь. И именно поэтому эти чиновники живут так долго, и мужчины, и женщины, потому что у них минимальный уровень стресса. Они приходят утром на работу, должности эти, как правило, передаются по наследству. Приходят утром на работу, отсидели свою, ушли. Все по графику, денежка капает по графику, жизнь спрогнозируемая до пенсии и после. Именно поэтому дольше всего живут люди в мадридском сообществе. Потому что у них бесстрессовая жизнь, практически нулевая. Дальше там по рейтингу, если посмотреть, по Испании, вот, если смотреть, то Мадрид, потом север Испании, потом побережье Испании, включая Каталонию. И хуже всего это как раз вот в бедных, жарких регионах Испании. То есть лучше всего люди живут в богатых и прохладных регионах Испании, ну по испанским меркам. И меньше всего в жарких и бедных. Ну, почитайте, не хочу всю статью пересказывать, призываю вас зайти ее почитать, почитать мнение экспертов, что они написали. Там есть сравнение с Россией и сравнение с Украиной. Все, спасибо, ставьте мне лайк, подписывайтесь, переходите на мои платформы, на Buy Me Coffee, на, соответственно, Patreon, на Boosty, на моем сайте panyushkin.com вы можете почитать эти расследования. Все, всем пока.